Взорвавшиеся яйца. Одна девочка как-то решила, что пора уже научиться готовить. Она спросила у мамы, что проще всего готовить. Мама ответила, что яичницу. Девочка попросила показать, мама и показала. Оказалось, что это совсем не сложно. Главное, чтобы потом не забыть плиту выключить и сковородку после себя помыть. Но девочка была ленивой, и ей не хотелось мыть сковородку. А если и мыла, то плохо. Сковородка оставалась жирной, и мама ругалась. Тогда девочка придумала, что можно приготовить яйца прямо в микроволновке. Она спросила у мамы, но мама сказала, что яйца нельзя готовить в микроволновке. Девочка не послушалась, и когда мамы не было дома, разбила в тарелку 3 яйца и поставила ее в микроволновку. Прошло какое-то время, девочка достала свое блюдо, вроде бы ничего, яйца приготовились. И почему только мама запрещает готовить яйца в микроволновке? Девочка отрезала себе хлеб, воткнула вилку в яичницу, и тут она взорвалась. Девочке обожгло лицо, глаза, она стала тереть лицо, на ощупь открыла холодную воду, смочила свое лицо, чтобы остудить его. Плещет в лицо холодной водой, плещет. Когда уже стало не так больно, она открыла глаза, но ничего не увидела. Она ослепла. Девочка запаниковала. Она не хотела быть слепой. И она поняла, что надо вызывать скорую помощь. Но сначала надо маме позвонить. Она бросилась искать телефон, но слепая, она не могла его найти. Долго искала телефон, но потом вспомнила, что положила его на кухне на подоконник. На ощупь нашла его, но позвонить не могла. Надо было видеть, а девочка-то слепая теперь. Девочка вообще ужасно расстроилась. Она догадалась открыть окно и потом целый час в него кричала: «Помогите, я ослепла!» Но был 18-й этаж. Девочку никто не слышал. Наконец соседка открыла свое окно и услышала, что девочка ослепла. Соседка нашла телефон девочкиной мамы и позвонила. Мама примчалась. А потом сама повезла дочку в больницу, в дорогую платную клинику. Ее осмотрел врач и сказал: «Тяжелый случай. Она будет видеть?» «Нет, это исключено. Смотрите, у вашей дочки совсем зрачков не стало. Это называется испарение зрачков». После того, как девочка ослепла, жизнь ее сильно поменялась. Пришлось пойти в специализированную школу для слепых детей. Там ее научили читать на ощупь, специальные книги. Сидит она как-то дома, читает пальцами специальный учебник для слепых. Перевернула страницу, а там пыль. Девочка чихнула и снова стала видеть. Оказалось, что яичный белок залепил ей глаза. Получилось так ловко, будто теперь у девочки и правда нет зрачков. А тот врач в дорогой больнице был шарлатаном. Он в медицине ничего не понимал, а диплом купил в подземном переходе.